Всем привет! Hard Use тестирование ножа от фирмы Knife Research, модель Legion. Вот такой вот большой ножара, и это по-настоящему небольшой римский меч. Нож абсолютно новый, проверяем остроту. Нож очень острый, паракорд прям отскакивает. Ну что ж, начинаем с яблочка. В принципе, Hard Use тестирование ножа Enki у меня довольно свежо в памяти. И я могу сказать, что этот нож режет очень похоже на то, как резал Enki. У них относительно похожая геометрия. Хотя Legion, конечно, немного труднее входит. Ну и обух здесь очень толстый. Но тем не менее я бы не сказал, что он раскалывает. Он реально режет. Ну что ж, отлично. Режет он очень достойно. Переходим к более серьезным тестам. Рубка дерева. Класс, класс. Ну что ж, рубка алюминия. Он просто отсекает куски этой трубы, и на режущей кромке повреждений я пока что не вижу. Вау. Давайте проверим кончик. Блин, вау, вау. Тестирование продвигается гораздо быстрее, чем я рассчитывал. Ну что ж, продолжаем тесты кончика. Пробивание нержавеющей стали 1 мм.
Нет. После 5 ударов небольшие засветы на режущей кромке. Пожалуй, я сделаю 10 ударов. Десять пробиваний нержавеющей стали 1 мм. Небольшой заминчик вот здесь вот, но кончик целый. Нержавеющая сталь 1,2 мм. Еще немного повреждений вот на самом кончике. И переходим к оцинкованному металлу 1,5 мм. Я даже не могу сказать. Мне кажется, повреждения остались такие же, какими были. Возвращаемся к тестированию режущей кромки. Батонинг трубки. С режущей кромкой полный порядок. Но на обухе появились небольшие вмятины. 2 такие вмятины. Далее перерубание 3-миллиметрового стального троса. Пять перерубаний троса. Можно видеть такой вот засвет вот здесь вот на режущей кромке. Ну, в принципе, это несерьезно. Далее переходим к батонингу.
Странно. Дерево немножко пружинит в обратную сторону. Там вот это соскочило. Ладно, попробуем так. Воу, 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 воу. В районе дола обух просто сломался внутрь. Вот так вот. Зашибись. Вот вам и легион. Слушай, ну это получилось отличное тактическое шило. Я не знаю, как шило, знаешь. Ну иди, сними вот здесь вот слом вот этот. В принципе, слом довольно такой однородный. Но вот здесь вот, где оно сломалось, вот отсюда пошло все. Отсюда сюда. И по долу, обратите внимание, вот по самому слабому месту. И потом вот здесь вот тоже какое-то такое яркое пятно. Вот. Оно, в принципе, тоже Какая толщина обуха тут была изначально? здесь миллиметров 6, я думаю. А вот в доле, вот здесь буквально 1,5-2 миллиметра каких-то, да? Да. Нежданчик. А, тактическое шило, это вот это ты имел в виду? Ну да. А что заточить? Да. Отлично. Тут я вижу, что структура металла очень однородная. Я вижу это. Вот, то есть вот серая такая очень мелкая структура. И ну, 100% излом пошел вот от этого места, где проломался обух. И потом по долу вот сюда вот. Здесь, видимо, была какая-то слабина. То есть, ну вот слом какой-то, вот он такой вот. Давай это посмотрим. Вот так вот он ушел под рукоять, вот сюда вот на подпальцевую выемку. Ну, в принципе, это же был батонинг, и усилие вот такое было на ноже, вот так вот он и раскрылся. Это был его путь наименьшего сопротивления. Хлоп. Видимо, удар пришелся куда-то сюда. Хотя я точно помню, что последний удар был где-то тут вот. Ну что тут? Очень печальный результат.
Я прям совсем такого не ожидал. Ну все, я думаю, тут ну, все, что можно было, я сказал. То есть в некоторых работах этот нож просто блистал. Он просто взрывал. Но потом, когда включился молоток, он просто рассыпался. Все, вот так вот случается. Посмотрим на ответ фирмы Knife Research, что они скажут на этот счет. Потому что, ну, по всей видимости, вот этот вот дол, ну, не выглядит как какое-то удачное решение при вот этой стали. То есть сталь довольно мягкая, она начала сминаться рано, и потом вот в этом месте, где есть слабина, она просто сломалась. Я не знаю, не было бы дола, возможно, он бы продержался. Все. Но это лишь наши догадки. Посмотрим, как события будут развиваться дальше. Спасибо магазину Lamnia Fi за то, что посодействовали в предоставлении этого ножа. Я очень благодарен этим ребятам. Вы делаете большое дело. Приятно с вами общаться. Все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай. Все, конечно, понятно, но тем не менее я не могу удержаться, чтобы не озвучить один вопрос, который просто сжирает меня после всего увиденного. Этот нож называется Knife Research Enki со сталью Vanadis 4 Extra и заявленной твердостью 60.7 HRC. Нож прошел hard use тестирование и был бит 2-килограммовым молотком по обуху. Вот состояние его обуха. Это нож CRKT Ultima со сталью 4116 с заявленной твердостью 55-57 HRC. Нож прошел hard use тестирование и был бит 2-килограммовым молотком по обуху. Вот так выглядит обух. При том, что толщина здесь 2 мм максимум. Это нож Gerber Bear Grylls, сделанный из стали 7CR17 с абсолютно неизвестной твердостью. Нож прошел hard use тестирование и был бит 2-килограммовым молотком по обуху. Вот состояние обуха. А это вот нож Knife Research Legion с немецкой сталью Sleipner от Böhler с заявленной твердостью 60 HRC. Нож прошел hard use тестирование и был бит 2-килограммовым молотком по обуху. И вот так вот выглядит обух. То есть здесь дело не в доле. Обух скалывался сам по себе. Даже здесь вот в этом месте можно видеть, где дола совершенно нет, какие вмятины оставались после ударов. То есть на что это вам больше похоже? На вот это вот. Или вот на вот это вот. Лично меня расстраивает то, что обух ножа Legion больше похож на вот это и на вот это, которые имеют очень низкую твердость. Нож 60.7 HRC,
он не получает вмятин как таковых вообще. Небольшие какие-то микровмятинки и отметины. Здесь обух просто разрушался. И поэтому у меня вызывает очень большой вопрос реальная твердость стали на этом ноже. Ну, вы поделитесь своими соображениями, может что-нибудь интересное и проскочит. Ну все, это все. Спасибо за просмотр. Пока. Бай-бай.